Людмила Стрепкова. Скажите, пожалуйста, какой холст вы покупаете? Вы знаете, Людмила, разные холсты. Беру рулонный холст, в основном итальянский Караваджо, 30% синтетики и 70% хлопка. Мне это нравится, он среднего зерна, такой не очень плотный, хорошо тянется для средних форматов. Если нужен большой формат писать, то, конечно, лучше лен. А вот для поездок, для этюдов он легкий, в рулоне. Я режу его на куски. И так, чтобы 30×40, ну, у меня формат 31×41, стандартный и меньше. Вот на такие кусочки режу и пользуюсь, мне нравится. В последнее время заказываю, вот будучи здесь в Гурзуфе, на Валбересе, разные холсты уже на подрамнике. 60×80, 80 на метр сейчас заказал, разного производства. Смотрю, какие мне нравятся, такие, чтобы не очень дешевые, не очень дорогие. Попадаются по хорошей цене льняные холсты, так что посмотрите на Валбересе. В принципе, разницы нет, на каком холсте писать. Даже в последнее время я не подгрунтовываю, потому что мне нравятся различные эксперименты, экспериментировать и с грунтами, и в том числе с холстами. И часто делаю имприматуру из оставшихся красок, цветную имприматуру, не просто серой фузой, а бывает и серой, что остается. И прокрываю какие-то куски, они потом где-то просвечивают. И вы это видите, кстати, в работах эти просветы, они создают такое живописное обобщение. Для чего делается имприматура? Только для того, чтобы вот этими просветами обобщить все. Какой-то цвет просветы имеют, и имприматура собирает, организует пространство холста, композицию холста по цвету. Анна Иванова. Интересно, где можно посмотреть мотивы и картины по ним. Ну, я занимаюсь этим каждодневно. Стараюсь не пропускать, показать вам в роликах и мотив, и работу. В онлайн-школе записываю видео, чтобы был мотив, работа, палитра, замесы, которые на ней происходят, чтобы вы видели процесс целиком, объемно. Ну а в роликах на YouTube и в Telegram тоже выкладываю, стараюсь и мотив, и работу. На сайте вы можете видеть только работы, конечно же. Я советую вам тоже так же делать. Снимайте, фотографируйте ваши мотивы, которые вы пишете, не только для того, чтобы потом использовать, подглядеть какие-то детали, если вы дома захотите что-то переписать, но и для того, чтобы размещать в соцсетях мотив, работа. Для чего? Для того, чтобы зритель или художники, коллеги видели, как этот мотив преобразован. Мы же пишем с вами, создаем новую реальность. И это очень интересно наблюдать, как из обычного мотива художник, его мысль видна, когда ты смотришь на его произведение, как он мыслит. Это очень интересно. Мурат Баташов. Фразу художника «всякий может обидеть» никто не отменял. Ну, от чего ее отменять, не отменять? Это же от нас зависит, отменяем мы фразу или не отменяем. Что такое обидит? Столько обидчивых кругом появилось вообще. Ну вот собака на вас гавкает, она может вас обидеть? Лев. Ну хорошо. Ребенок сказал, дурак. Это что, прям сильно так обидит вас, что лицо пунцовое и сразу в драку? Ну, ребенок, ну, собака. Ну, что с них взять? Ну, такое сознание. Есть понятие, что нельзя человека обидеть. Человек может обидеться. То есть я могу приложить усилия и обидеться. А как можно обидеть? Ну, что бы человек другой ни говорил, это же его просто, шум в этом пространстве. Почему я должен воспринимать это на свой счет как что-то серьезное? Это просто его мнение, даже если оно как какое-то очень такое конкретное. Что у нас, своей головы, что ли, нет, чтобы поразмыслить
пораскинуть мозгами, это вообще соответствует действительности, то, что этот человек говорит, например. И прям сразу обиделся, я задрожал, и все отнялось, настроение испортилось, и пошел за успокоительным, да? Да нет, я просто махну, потому что день хороший, вечер, и все. Так что все в наших руках. Обижаемся мы, не обижаемся. Можно просто не общаться с человеком, если чувствуешь, что он что-то не из нашей палаты. Ну, зачем с ним общаться? Просто человек крякает что-то, прокрякал на своем, на ветру. На том уровне понимания, да, ну и что? Это же его понимание, а у меня есть свое понимание. Вот это никто не отменял, точно. Я не договорил вчера на вопрос Сергея Астахова, вернее, на предложение по итогам пленэров. Все участники своей работы показывают, где удобно, хоть на улице, хоть на заборе. Ну, хорошая идея, и многие так делают. Я помню, меня приглашали в Латвию, в Латгалию на пленэр в Краслову или в Краславу, и там после пленэра организовывалась мэром городка выставка участников пленэра. Это было событие, были какие-то танцы, весь городок собрался. Это действительно было классно. Так что я только за, и давайте мы это будем организовывать. В следующий раз мы так, надеюсь, общими силами. Понимаете, сделаем. Понимаете, некоторые участники уезжают в разное время. Кто-то раньше, кто-то еще раньше, кто-то позже. Но я думаю, что если такую традицию сделать, то она будет, конечно, востребована и интересна. Разрекламируем все, повесим афиши и в соцсетях кинем клич, чтобы народ собирался, и покажем, на что мы способны. Я выпускаю в своей онлайн-школе новый урок. Он очень тонкий, он на тонкие отношения, прямо едва вот на почти неуловимые, в тоне почти бывают там очень близкие или похожие, но в цвете разные. И вы увидите, как это работает, и как путем вот как продвигаться в работе методично, спокойно, сравнивая, достигая точности в тоне и в цвете, вы увидите, что можно выходить победителем в этой вот неуловимости тональных связей. Так, и теперь берем такую вот кисточку помощнее и работаем по свету на асфальте. Все, в принципе, держится и сидит, но, может быть, чисто фактурно попробуем его усилить. Можно, используя природный мотив, добиться, вот точность сравнения дает результат. Вы в работе сразу же, когда закладываете отношения, вот вы увидите, как исправляя, достигается точность отношений. Не только между двумя соседними тонами, но сравнивать приходится еще 3 тона или даже больше. Мне кажется, этот урок будет очень полезный. Посмотрите его. Как всегда, все видно замесы, палитра на экране этюд, в котором происходит работа, и мотив сам. В движении, причем, вот он, живой. 3 составляющих в уроке. Посмотрите его внимательно и присылайте мне работы на разбор подобного типа на сложные тональные отношения. Ну вот такая хорошая новость.